привыкли думать, что правила в обществе устанавливает большинство. Но все не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Сегодня мы обсудим такой феномен, как диктатура меньшинства. Подписывайтесь на мой канал, поехали! Недавно мне довелось ознакомиться со статьей американского статистика, писателя, бывшего крупного трейдера и риск-менеджера ливанского происхождения Насима Талеба под названием «Побеждает наименее толерантный» или «Как работает диктатура меньшинства». В данной статье автор размышляет о довольно интересном явлении диктатуре меньшинства. Теория довольно любопытная и хорошо объясняет многие современные явления. Сам автор – личность весьма примечательная, знаменит прежде всего своими концепциями черного лебедя и антихрупкости, предсказал всемирный кризис 2008 и 2003 годов, кстати, заработал на этом несколько миллионов долларов. Завсегдатай тусовок и международных форумов, его книги переведены в том числе на русский язык. В данной статье он на различных примерах описывает, как функционируют сложные системы, а именно, когда численность бескомпромиссно настроенного меньшинства определенного типа достигает какого-то порогового уровня, казалось бы, незначительного, скажем, в 3-4% от общей численности населения, остальной популяции приходится подчиниться их предпочтениям. Например, есть определенная система, в которой протекают какие-то взаимодействия. Человеческое общество, пчелиный улей, косяк рыб и так далее. И чтобы понять, изучить целую систему, недостаточно изучать отдельного человека, рыбу или пчелку, потому что поведение целого нельзя предсказать по свойствам его частей. Такое свойство систем называется эмерджентность. Целое отличается от суммы составляющих его частей, потому что главное – это то, как протекает взаимодействие между частями. Притом, эти взаимодействия могут подчиняться очень простым правилам, и одно из основных – это правило меньшинств, которое показывает, достаточно небольшого количества нетолерантных, добродетельных людей, которые лично заинтересованы в исходе игры, чтобы внедрить правила поведения и морали в целом обществе. Например, кашрут в Америке соблюдает менее 0,3% всех жителей. Тем не менее, почти все безалкогольные напитки в Америке кошерны. Почему? Да потому что с полностью кошерными напитками производителю, бакалейщику или ресторатору проще живется. Не приходится заботиться о специальной маркировке, отдельных прилавках и хранилищах. Или другой пример проявления диктатуры меньшинства. Например, в странах Западной Европы, где доля практикующих мусульман в населении составляет в среднем от 3 до 7%, неожиданно большое количество мяса оказывается халяльным. Почти 70% баранины, импортируемой из Новой Зеландии, халяль. Австралия тоже не отстает от Новой Зеландии. Почти 10% заведений Subway халяльные, то есть из их меню полностью исключена свинина, несмотря на высокие издержки, конечно, связанные с отказом от части ингредиентов. Простое правило, которое меняет всю систему, звучит так. Человек, соблюдающий кашрут или халяль, никогда не станет есть трефную или харамную пищу. Но человеку, не соблюдающему кашрут, ничто не запрещает употреблять кошерное. К примеру, давно видели в Казахстане нехаляльную колбасу. Еще один пример. Честный человек никогда не станет совершать преступления, но преступник запросто может заниматься и законными делами тоже, помимо своих нелегальных. Такое меньшинство, которое по каким-то причинам не может подчиниться общим правилам, называется бескомпромиссная группа, а большинство, соответственно, гибкое. Чтобы диктатура меньшинства заработала и в обществе стали применимы их установки, важны два условия. Во-первых, значение имеет география. Если меньшинство живет в отдельном районе, изолировано от большинства населения, например, в городском гетто, то их правила не будут применимы у большинства. Но когда меньшинство распределено в географическом пространстве равномерно, то есть представители меньшинств проживают и в своем районе, и в городе, и в области одинаково в процентном выражении, то гибкое большинство начинает подчиняться правилам меньшинства. Во-вторых, огромное значение имеет структура затрат. К
К примеру, чтобы налепить на упаковку пищевой соли надпись «Не содержит ГМО», много затрат не требуется. Но если, например, для удовлетворения потребностей меньшинства придется в ходе производства существенно увеличить стоимость товара, то правило меньшинства здесь не сработает. То есть, если в примере с кошерным соком не требуется дополнительных расходов, то производителю несложно производить только кошерный продукт. Правило меньшинства работает также и в других сферах. Вы никогда, например, не замечали, что на международной встрече, если присутствует какой-либо представитель национального меньшинства, как правило, все автоматически переходят на английский язык? Или в Казахстане, если в компании присутствует представитель нетитульной нации, казахоговорящие члены группы стараются говорить или хотя бы пояснять основную мысль на русском языке. Одной из сильных сторон диктатуры меньшинства является нетерпимость. Этот фактор может объяснять распространение христианства в Римской империи, где благодаря религиозной нетерпимости своих сторонников и своему безапелляционному желанию проповедовать, христианство распространило свою веру на весь мир. Римские язычники изначально были терпимы христианам, поскольку история римских завоеваний предполагала включение богов покоренных провинций в общий пантеон. Но им было непонятно, почему эти назаряне не хотят следовать общему порядку и настаивают на исключительности своего христианского бога, сохраняя при этом нетерпимость к римскому язычеству. Гонения на христиан были в значительной степени спровоцированы нетерпимостью самих христиан к римским богам. А история, которая нас учит, написана победившей стороной, то есть не греко-римской, а христианской цивилизацией. По сути, нам очень мало известно о римском взгляде на эту проблему, поскольку весь дискурс захвачен житиями святых. Карл Поппер, известный философ 20 века, выдвинул логический парадокс толерантности, который заключается в том, что неограниченная толерантность ведет к ее исчезновению, поскольку терпимость к нетолерантности приводит к повсеместному распространению последней. То есть общество, которое терпит, допускает, пропускает мимо себя, отмалчиваясь в отношении нетерпимости к своим идеям и образу жизни, провоцирует распространение чуждых ей идей. То есть сохранение толерантности требует нетерпимого отношения к нетолерантным, что в свою очередь размывает границы определения нетолерантного. Данный парадокс в совокупности с теорией диктатуры меньшинства хорошо объясняет ситуацию с ЛГБТ, феминистскими движениями, МИТУ и других подобных организаций. Их ведь по сути не так много, но они хорошо организованы, непримиримы, воинственны и настойчивы. А повсеместная толерантность привела к их радикализации по отношению к оппонентам, порой приводя к необоснованным, по сути, гонениям. С другой стороны, получается, что группа людей, даже если их меньшинство, способна менять систему, мировоззрение и уклад общества. Было бы желание. И напоследок риторический вопрос. Согласны ли вы лишить права на свободу слова любую партию, в программе которой прописано ограничение свободы слова? Или может ли общество, которое решило быть терпимым, быть нетерпимым к нетерпимости? Читайте больше, задавайте правильные вопросы и подписывайтесь на мой канал. Я верю в Иисуса Христа, я верю в кого тому буду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду, я верю в Иисуса Христа, я верю в кого тому буду, я верю в Джа, я верю в любовь, я верю в добро и верить буду.